Павел Иванович Чичиков путешествует по России с целью скупки мертвых душ и решает остановиться в губернии Н со своим экипажем в ничем не примечательной гостинице. В трактире он интересуется должностными лицами, после чего знакомится с губернатором. Где вы служили? В казенной палате. Был в комиссии построения храма Христа Спасителя. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн. Судну? Судну. В какие места изволите ездить? На склоне жизни хочу найти, где провести остаток дней. В вашу губернию въезжаешь как в рай. Правительство достойно большой похвалы. Павел Иванович, сегодня пожалуйте ко мне на домашнюю вечеринку. Почту за честь. На вечере у губернатора Чичиков знакомится с местными помещиками. Он оставляет себе приятное впечатление и располагает к себе гостей. Первым делом к Чичикову подошел Манилов и пригласил к себе в деревню. Далее к нему подходит Собакевич и, извинившись, наступает на ногу. Какие хорошие люди стоят у власти. Одни мошенники, варвары и дураки. В помещение залетает подвыпивший Ноздрев, который общается с Чичиковым как с давним другом, после чего его выводит охрана. Чичиков приехал в Маниловку, где его радушно встречают Манилов и его жена. Хозяин предлагает сесть в лучшее кресло, покурить трубку, но Чичиков отказывается. Я не курю. Говорят, трубка сушит. Скажите, много у вас умерло крестьян? Умерла. А для каких причин? Я бы хотел купить крестьян. С землею на вывод? Я бы хотел у вас купить мертвых. Мне послышалось? Нет. Я желал бы купить мертвых крестьян. Мы напишем, что они живы. Вы имеете какие-то сомнения? Нет, позвольте, это будет противозаконно. Нет. Казна получит даже выгоду. Остается условиться в цене. Неужели вы думаете, что я буду брать с вас деньги за мертвые души? Я вам отдаю их бесплатно. По дороге к Собакевичу у повозки Чичикова слетело колесо, и он находит ночлег у помещицы Коробочки. На утро Чичиков предлагает сделку. Позвольте узнать, как вас звать? Коробочка. Настасья Петровна. Послушайте, матушка, у вас умирали крестьяне? Батюшка. Умирали. 18 человек. Уступите их мне. Вы хотите их откапывать из земли? Они будут прописаны только на бумаге. Позвольте, матушка, я заплачу вам. Меня останавливает, что они мертвые. Ты меня дуришь. Чичиков нервничает от того, что Коробочка не решается отдать души. Однако после долгих уговоров Коробочка дала души за 15-17. Уехав от Коробочки, Чичиков останавливается в трактире на обед. Неожиданно в трактире появляется Ноздрев со своим зятем Межуевым и приглашает его в свое поместье. Чичиков обращается к Ноздреву по поводу покупки душ. А у тебя случайно нет крестьян, не вычеркнутых из ревизии? Зачем? Нужно. Зачем? Нужно. Пока не скажешь, зачем они тебе нужны, я тебе их не дам. Мертвые души мне нужны для приобретения веса в обществе. Врешь. Нет. Врешь. Я задумал жениться. Врешь. Продай, я тебе за них денег дам. Я не возьму с тебя ничего. Купи у меня жеребца, а я тебе отдам их все в придачу. Лошади мне не нужны. После долгих уговоров со стороны Ноздрева, попытки обмануть в игре в шашки, Чичиков уехал, не получив мертвых душ, а лишь кучу лишних вопросов. По пути от Ноздрева бричка Чичикова сталкивается с каретой каких-то дам. Среди дам он замечает симпатичную девушку-блондинку. Чичиков приехал к Собакевичу, чей стол полон разнообразной еды. У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха. А кто такой Плюшкин? Мошенник, всех переморил голодом, его крестьяне мрут как мухи. После обеда Чичиков решается обсудить мертвые души. Кстати, я хотел поговорить с вами. Я готов принять на себя вашу тяжкую ношу платить налоги за ваших мертвых крестьян. Готов продать вам, извольте. Какова же будет цена? Хотя, даже странно, что вы просите за мертвых деньги. По 100 рублей за штуку. Моя цена могла бы по 8 гривенок за душу. Да чего вы скупитесь, мои все на подбор. Собакевич начинает перечислять своих выдающихся крестьян, вспоминает их, говорит о заслугах. Позвольте, народ-то мертвый, больше 2 рублей не дам. Долгие торги. По итогу Собакевич соглашается на цену Чичикова, а тут просто ставит сделку в секрете. Мошенник. Чичиков едет к Плюшкину. В его поместье кругом бардак. Со стороны оно выглядело и вовсе заброшенным. Да и сам хозяин неухоженный. Помещик давно не видал гостей. Мне сказали, что у вас более 1000 душ.
В последние годы горячка выморила часть душ. Много? До 120 наберется. Соболезную. Соболезную и тут же изъявляю желание платить подати за ваши умершие души. Вы деньги будете выдавать мне или в казну? А мы вот как сделаем. Совершим на них купчую крепость. Как бы они были живы, и как бы вы мне их продали. Плюшкин хочет угостить Чичикова в честь его добродушия старым сухарем, привезенным 3 года тому назад, и отдал крестьян Чичикова за 25 копеек за душу. На следующее утро Чичиков идет в палату, чтобы оформить документы на крестьян. По пути он встречает Манилова. Придя в палату, они встречают там Собакевича. Председатель палаты по знакомству помогает Чичикову быстро оформить бумаги. После этого Чичиков и чиновники, помогавшие оформить сделку, идут к почтмейстеру отметить это событие. После вечеринки Чичиков едет спать к себе в гостиницу. Снова вечер у губернатора. Чичикова все знают и относятся к нему как к человеку важному и статусному. Никто не знал, что он выкупал мертвые души, а не живых крепостных. На балу он встречает ту самую девушку из кареты, и оказывается, что она дочь губернатора, но она не оказывает никаких знаков внимания. Но тут врывается Ноздрев, который рассказывает всем, что Чичиков скупает мертвые души, высмеивая его. Гости не воспринимают его всерьез, после чего охрана выводит Ноздрева насильно. Веселье продолжается. Тем временем в город приезжает Коробочка и рассказывает своей знакомой о мертвых душах Чичикова. Из-за различных сплетней в городе стали догадываться об обмане Чичикова. Неожиданно губернатор получает предупреждение о том, что в его губернии может скрываться фальшивый монетчик и беглый разбойник. Все опять же подозревают Чичикова. Все чиновники в панике собираются у полицмейстера. На собрании чиновники выдвигают самые разные подозрения о том, кто же такой Чичиков. Внезапно из-за чрезмерных волнений умирает прокурор. Тем временем сам Чичиков болеет простудой и 3 дня не выходит из гостиницы. Ноздрев навещает больного Чичикова и сообщает ему о нехороших слухах. Чичиков собирает вещи, чтобы уехать утром из города. Утром Чичиков выезжает из гостиницы. По дороге он встречает похоронную процессию. Хоронят прокурора. Чичиков благополучно уезжает из города прочь. Миновав городской шлагбаум, бричка покатилась по большой дороге. После 2 лирических отступлений, об этой дороге неприютной, но вечно манящей Руси, Гоголь знакомит читателя с биографией Чичикова, разъясняя цель покупки им умерших крепостных. Отец и мать Чичикова были бедными дворянами, которые владели одной единственной крепостной семьей. Больной родитель его ничем не занимался, а только шаркая, ходил по комнате и дрался на зал. Совсем маленьким Чичиков был отвезен из деревни к старушке-родственнице в город и отдан там в училище. Отец, расставаясь с сыном навсегда, советовал ему угождать учителям и начальниками, копить копейку, ибо это вещь надежнее всего на свете. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой. It's you. Okay, the grandma, okay. The old woman. Oh, I broke it again, sorry. You're Настасья Петровна. Да чего вы скупитесь? Мои все на подбор. Окей. Okay, да. Подати за ваши умершие души. Вы деньги будете выдавать мне? Ты был прекрасен, как Иисус. Опять, Рита!